Ну нормально, как на кладбище, все в порядке. У кого-то с остроумием все в порядке. Капец. Вот это красота. На добрые дела. Баба-ёшка в ступке. Ну вот так можно подумать, что человек живой стоит, кстати. Ну вот прикиньте. Еще и с подсветкой перед глазами. Бабулька такой. Я в прошлый раз заглянул под эти кусты, там такой кабан, такая рыбища здоровая была, даже не понял, что за она. Ну прям на килограмм точно, может, полтора. Ой, хорошо. Теплее, чем у меня в бассейне. Ой, как классно. Утёк. Пора казан-кебаб делать. Плыву. Самое вкусное в этом блюде, как ни странно, это картошка. Всем привет! Хочу показать один жуткий хутор, где прямо музей из чучел. Вчера съездили, но жутковатенькое место, сейчас хочу показать. Готовимся к вечеру, вот жена чистит картошку, вечером будет у нас казан-кебаб. Так что самая черная работа жене, а уже готовить буду я. Ну, что поделаешь, такая у нее судьба. Бедная! Да, я чищу картошку. Доча, быстро к велику, бегом, Бегу. погнали. Бегу. Уже, быстрее, быстрее. Велики готовы к труду и обороне. Сейчас седлаем коней и погнали. В общем, план такой. Сначала в жуткий хутор съездим, потом окунемся в озере и вечером у нас по планам казан-кебаб. Выезжаем на проезжую часть. Ну, кто знает, по какой стороне проезжей части надо двигаться велосипедисту. По встречке, чтобы видеть транспортное средство. Когда оно тебе в спину едет, ты ничего не видишь, не контролируешь. А вот так все видишь. Ну что, кто хотел белорусскую природу? Вот наши поля, долины. Виды здесь, кстати, неплохие. Такое, я люблю неровное пространство, неровные места, а именно такие холмистые. У нас, к сожалению, их не так уж и много. И вот, когда проезжаем такие холмистые места, конечно, очень интересно. Смотрите, прям в поле островки из деревьев. Вот сейчас мы буквально в этот хуторочек заедем. Ну, не знаю, хутор не хутор, там, по-моему, домов 5 от силы максимум. Может, даже меньше, не знаю. Дорожка тут так себе. Едешь хорошо, что у меня тут амортизаторы стоят. Тут колотит конкретно просто. Вот такие какие-то знаки установлены. Это уже так люди балуются. А ты куда? Пошла на опережение. Вот первые дома пошли. Вот уже прямо на въезде пугало стояло. То ли его ветром повалило, то ли что. В общем, если ночью сюда ехать под светом фар, можно, в принципе, и инфаркт получить. Ну вот первый участочек. Тут что-то корчуют, пилят, режут. И вон, смотрите, все накорчевали, одни пеньки остались. Ну, наверное, кто-то расчищает себе участок. Но здесь просто заросли какие-то были. Ну, вон еще раз, два, три, четыре, пять. Ну, не, наверное, с десяток домов. Дорога уходит налево, мы поедем прямо. А? Смотри, только не ляснись так. Хорошо. Цветами очень хорошо пахнет. Просто обалденно. А вон уже вдалеке виднеется вот это чудо с чучелами. Вот сюда бы я ночью по незнанке, наверное, не поехал бы. Если бы знал, что тут такое. По правую сторону лесочек, по левую домики, причем разнокалиберные. Ну и вот, начало. Пару лет назад я здесь был, эти чучела стояли прямо на участке у людей, пока они делали забор. И вот сейчас они выставили все это снаружи. Вот такое чудо нас первое встречает. Конечно, ночью увидишь, топором не отмахаешься. Жуткое зрелище. И вот так вот. Все на эту. Потом балкон покажу. На балконе там тоже веселуха. Ну нормально, как на кладбище, все в порядке. У кого-то с
остроумием все в порядке. Но это надо было заморочиться, конечно, такое чудо изобрести. Капец. Вот это красота. Слушай, мы не на кладбище случайно, какие-то конфетки. Интересно. Жизнь дана на добрые дела. Баба-ёшка в ступке. Вон, видите, домик. И там на балконе еще пару чучел. Но это с психикой, наверное, проблема все-таки у чувака. Вот еще. Люди заморочены на чучелах. Может, они их продают. В общем, вот такое полудикое, полузаброшенное место. Нормальный такой домик. Ну вот еще одно чучело. Но это даже симпатично, я бы сказал. Это надо было и масочку приобрести. Халатики какие-то старые надыбать. И вон там, наверное, это баня. На балконе бани. Вон там еще пару чучел. Сейчас возьму другую камеру, приближу. Хотя, в принципе, я могу подойти. Ну, вот так это все выглядит. В общем, место довольно интересное. Тут затишье, лесок. И люди себе так облагородили. Но с чучелами, я считаю, они погорячились, конечно. Но вот это капец. Пару лет назад на этом балконе, конечно, более жуткие чучелы стояли. Но вот так можно подумать, что человек живой стоит, кстати. Ну вот прикиньте. Еще и с подсветкой вот перед глазами. Как бы вроде место для отдыха, но с небольшой жутью. Короче, такой жуткий хуторочек. Ну что, немного обошли сзади. Я думал, здесь хотя бы не будет. Нет. Здесь тоже есть, кстати. Вот такое еще чудо. Интересное, непонятное. И вон какое-то чучело стоит нам к спиной. Ну-ка, сейчас посмотрим. Вон там пару симпатичных домиков. Ну, люди огородились со всех сторон этими чучелами. Наверное, что-то боятся. Ну, вполне миленькая, с улыбочкой. Не такое страшное. И тоже с подсветкой, кстати. Люди точно хотят кого-то напугать. Вот будете ехать вечерочком, да? И вот хотел бы посмотреть на вашу реакцию, если вы под светом фар вот это вот увидите. Я думаю, вы обкакаетесь как минимум. А может и даже Кондратий хватит. Ну вот такое чудо в перьях. Я думаю, блин, точно ночью увидишь, топором не отмахаешься. Сейчас еще подойдем. В принципе, я уже бегло показал это все. Ну вот этот реально надо было заморочиться, чтобы такое поснимать. Бабулька такой. Капец, ну блядь, такой карлик нос. Очень страшный. Ну, в общем, еще по разику вам показали. Очечки запотевшие. Или это уже просто от дождя. Что-то известь тут. Ну, это да, это просто маски какие-то понасаживали. Только непонятно для чего тут, для конфеток вот эта фигня. Ну, вроде ж не кладбище. Сюда бы еще рюмашку. С конфетками. Ага. Для деток маленьких. Да, ну вот такой жуткий хуторочек я вам показал. Вчера я был без камеры, но вот сегодня мы приехали специально просто заснять, показать. И сейчас поедем на озеро. Посмотрим, какая там водичка. Цветет, не цветет. Вот пока еду, такой аромат иван-чай. Не могу понять откуда. Вот он как бы вроде растет, но еще не цветет. И вот, смотрю, начинает уже соцветие открываться. Вот когда он начнет цвести по половинке, можно будет собирать иван-чай. В этом году он очень поздно. Обычно где-то начало-середина июня. Сейчас конец июня, начало июля, наверное, будет. Потому что холодная весна и начало лета было не очень. В общем, запах такой ароматный, фруктовый. Иван-чай просто обалденно пахнет. Подъезжаем к озеру. Здесь обычно мы спускались всегда. Но вот здесь перерыли, чтобы на машинах сюда не заезжали. Тут такие конкретные рыклины сделали. В общем, на машине, тут даже на джипе хрен проедешь. И сейчас к озеру подойдем уже пешочечком. Трава уже просто
выше пояса, наверное, по грудь. Тут почему-то не косят, обычно всегда тут косят. Но в этом году что-то подзабили на это дело. В общем, так вот мы сбоку зашли. Тут урна. И вон столбы повкапывали тоже, чтобы на машинах не заезжали. И вот на тех выходных я был, там тоже проезд полностью перерыли, закрыли. Чтобы на машинах вообще никто заехать не мог. Даже и близко. Ну, вот так нынче выглядит наше озеро. Парковочка. Сейчас подойдем к воде, посмотрим, насколько она чистая. О, водоросли. Короче, здесь была куча водорослей, они прямо по всему озеру плавали. Не войти в воду было. Их уже выгребли, я смотрю. Вода, кстати, прозрачная, хорошая. Вон даже рыбки видны, не знаю, насколько видно на камеру. Окуньки, плотвичка. Короче, тут, оказывается, много всякой рыбы водится. Уровень воды очень высокий, кстати. Очень много дождей было. Обычно воды вот по песок было, а тут вот надо прям спускаться. Ну, вот, смотрите, какая красота. Рыбки прям бошкаются. И я в прошлый раз заглянул под эти кусты, там такой кабан, такая рыбища здоровая была, даже не понял, что за она. Ну, прям на килограмм точно, может, 1,5. Хотя под водой всегда рыба кажется больше. Вон они шныряют. Ну, весь пляж ушел под воду. Обычно тут такой песчаный пляжик, а тут он весь в воде. Ну, вон народ загорает и купается. Ну что, выбрали место потише, поспокойнее. Ой, здесь спуститься и не убиться, главное. О, смотрите, рыбы сколько. Косяки целые. Целые косяки. Слушайте, вода вообще супер. Были на днях на Минском море, там вода как зеленая чернила была. Здесь вон красота. В общем, сейчас окунемся. Вода, кстати, теплая. Ой, хорошо. Теплее, чем у меня в бассейне. Ой, как классно. Ой, супер. Ну не говори, что тебе холодно. Не, ну скажи, в бассейне холоднее было. Не знаешь, не помню. Мне кажется, тут холоднее. Ну, народ купается, значит, все в порядке. Не знаю. Ты просто мерзлячка. В общем, купаемся. Ну, посмотрим. Это мне водоросли есть. Ай, хорошо. Вода огонь. Конечно, огонь. Не, вода супер, она гораздо теплее, чем в бассейне. Я не знаю, чем ты там меряешь, она реально теплее. Тел. Ногами Смотри, вверх. ну зато какая чистенькая, смотри. В бассейне чище. На Минском море мы были, там капец, просто Я там жуть. не была, не знаю. Там капец. И вон, смотрите, какие Камыши. камыши. Ой, красота-то какая. Тут еще и мидии речные водятся. Мы их готовили, что-то они нам не очень понравились. Ой. Ну, нормально. Хорошо, супер. Народ дуркует, значит, всем хорошо. Они просто привыкли. Тут, кстати, еще... А вон лебеди вдалеке. Потом их на другую камеру сниму. Короче, дочь поймала кучу пиявок. Одна большая и куча мелких было. Мы их уже поскидывали. Вроде. Но на мне ни одной. И вообще тут пиявок никогда не видел. Ну, вообще даже странно. Рыбки есть. Пиявок не вижу. Где ты их нашла? Ну что, сейчас будем потихоньку собираться. Тушиться и собираться. Что, в горочку тяжко, да? Да, тяжко. У меня ж не А пшеничка, блин, с меня ростом. Слушай, я такой высокой никогда не видел. Что это она так местами где-то низенькая, где-то высокая. Такие поля у нас. Ой, красота-то какая. Так, мы дома. Кто-то тут явно сочковал. Нас часа 3, наверное, не было. Картошка практически не чищена. И чем мы тут занимались, расскажи? Чищу картошку. Судя по шезлонгам, кто-то загорал, пока нас тут не... чищу картошку. А, блин, будешь наказана. Утек. Пора казан-кебаб делать. Плыву. А то потом комары загрызут. Давай, давай.
Хватит балдеть. Плыву. Хватит балдеть, давай. Иду. А разве казан-кебаб кидает фарш? Ну, это мое уже ноу-хау. Я его немножко допилил под себя. Я пробовал разные вариации. В общем, мне вот понравилось такие типа чистенки. И сюда еще крупные шампиньоны пойдут. Это уже моя фишка. Это не традиционный казан-кебаб. Это мои извращения. Я люблю переделать всякие рецепты. На самом деле главное не пересолить. Кстати, у меня зира немножко осталось. Случайно на глаза попалась. Вот мне нравится, кстати, вкус зиры. Сейчас мы вот так вот немножко потрем. Аромат раскроется. А перец я везде добавлю. Перец пускай будет. Так, крышку куда-то посеял. Поэтому мы сделаем вот так вот. Шампиньоны пошли. Я специально выбирал маленькие. Масло надо часть убрать. Столько масла не надо. Лук тоже в казан-кебаб никогда не входит, но мне нравится с луком. И вот на этом количестве масла я сейчас обжарю еще лук, а шампиньоны в конце, потому что шампиньоны в себя очень много масла берут. От лука мне аромат нравится. Жареный лук, он украсит вкус казан-кебаба. Соседи вышли на огород, говорят: ой, что-то у вас так вкусно пахнет. Походу им уже не до работы будет. Пошли шампиньоны. Я их помыл. И вот они очень много впитывают в себя масла. Поэтому быстро размешиваю, чтобы оно равномерно обволоклось, чтобы лишнего масла не взяло. Иначе они слишком жирные будут. Это тоже моя фишка. Это я уже так сам поэкспериментировал. Мне так нравится. Ну и кто пробовал, всем тоже так нравится. Все, и быстренько-быстренько обжариваем. Буквально до колера. Такого пожелтевшего немножко. И все. Желтенький, красивенький цвет. Прозаристый.
помощница пришла. Решила немножко помочь намешать. Ну вот, уже практически готово. Сейчас достаем, тоже приправляем. И дальше посмотрим процесс. Все, возвращаем все на место. Картошку мы не солили, значит мы ее сейчас посолим. Я никогда не понимал, почему ее солят сразу после обжарки, когда можно вот так в казане ее быстренько просолить. И нет проблем. Есть контакт. И зиры, наверное, еще добавлю. Зира мне очень зашла. Раньше я даже не знал такого продукта, пока не научился плов делать. Все, перемешали. Закрываем. Перекрываем. Сейчас будет все томиться. Возвращаем все на место. Все в одну посудину. Мясо много сока пустило. Немножко воды. Накрыли и забыли. Должно томиться минут 20. Ну что, 20 минут спустя проверил, чуть-чуть было сыровато, еще 10 минут дал настояться. Сейчас проверим. Вилочкой, главное картошка. Все, картошка мягкая, проваливается. Отлично. И вот сейчас у нас жареный лук только идет. Он оставит все, свой аромат. Потом будем набирать, его смешаем. Все, блюдо готово, можно отставлять. Аромат чувствуешь? Угу. И дымка прям такая пошла. Сейчас вкуснятина. Слюнки текут, да? Наверное, да. Но у меня точно. Жалко, камера запах не передает, да? Угу. Ну не знаю, мне в принципе что жалеть. Я сейчас это буду есть. И запах я чувствую. А кто по ту сторону камеры, наверное, для них жалко. Самое вкусное в этом блюде, как ни странно, это картошка. Причем это не мое личное мнение, это мнение всех, кто пробовал это блюдо. Картошка уходит на ура. Ай, запах пошел. А теперь идем кушать. Вот Светлана Александровна. Кстати, ее очень четко видно через сетку почему-то. В жизни ее не так сильно видно. Ну что, Диан, заходи. Иду. Открываем шторки. Ама. Электричество сделали, все нормально, так что. Все отлично. Папа Витя нам приготовил. Да, папа Витя только что снимал это. Вкуснятина. Мне больше нравится вот это вот с хрустом. Ну что, поляна накрыта, пробуй, жена, дегустируй. Ну, начнем с грибочка. Сочный такой. Вкусное, вкусно? нежное. Быстренько тебе в телечку. Нету ножика. Ой. Какие мы эстеты. Еще не распробовал уже. Так вкусно. А пахнет. А картошечка? Так вкусно пахнет. А еще мяско. А мяско еще. Ладно, так. О, нежная, да? Ну, поверим. Я думаю, она не врет. Все, всем приятного аппетита. Вдруг у вас Самое вкусно вкусное. совпадает. Картошечку.
Оно не может быть невкусно. Делайте всегда такое блюдо. Для всей Семья вас семьи. отблагодарит. Да. По-любому. Очень вкусно. Очень вкусно. Так, очередной день у нас и закончился. Так что каждый день бы так. Ну и вот по завершению. Так что все. Всем удачи, пока. Отдыхайте красиво, хорошо и вкусно.